Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. И если вы здесь, то значит вы любите ужастики точно так же, как и я. И сегодня вас ждет очередная подборка страшных видео с паранормальными явлениями. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Больница. Следующее видео с японского канала охотников за привидениями. Широ и его друг Тай решили отправиться в заброшенную больницу в попытке запечатлеть паранормальную активность. Заброшенная больница расположена высоко в горах. Сообщалось, что она была закрыта после тайфуна 1982 года. По слухам, призрак женщины, которая в тот момент находилась там, все еще обитает в больнице, палате 208. Широ и Тай отправляются в это наполовину разрушенное здание и устанавливают камеры ночного видения возле палаты. Пока парни изучают больницу, камера снимает жуткие события. Посмотрите. В левой части экрана проходит теневая фигура, которая напугала зрителей, посмотревших это видео. Кто-то явно присутствует в этой палате. Охотники за привидениями решают остаться в больнице и продолжить расследование. Тай решает остаться внутри палаты, а Широ уходит в другую часть здания. 어! 네네네. 어! 네네네. なんかさ、触れた。やだ、ちょっとシロ、やばい、どうしよう、シロ、いるシロ。Тай, находясь совсем один в палате, сталкивается с чем-то необъяснимым. Он сначала слышит странные звуки, а потом темная тень тянется прямо к нему. Мужчина замечает это и в страхе убегает. Камера при этом также засняла нечто, похожее на теневую фигуру, проходящую около двери. Многие зрители верят, что это мог быть реальный призрак, который все еще обитает в этой больнице. А как вы думаете, Широ и Тай действительно засняли призрака? Тюрьма. Следующее видео от любителя паранормальных явлений Яна, который часто появляется у нас в подборках. Он отправляется в заброшенную тюрьму штата Айова, которая считается одной из самых жутких в окрестностях. Многие заключенные встретили здесь свою кончину. Мрачная репутация началась еще в 1950-х годах, когда люди вспоминали о бестелесных шагах, голосах и стонах, которые они слышали в стенах тюрьмы. Ян отправляется в тюрьму, как только наступает глубокая ночь. Вы что-то передвинули? Вы могли бы постучать по стене, по столу. Что, черт возьми, это было? Я слышал, как что-то стучало вон по той стене.
Вы Did you только just что tap on постучали по this этой wall? стене. Если бы That это was были you. вы, не могли бы вы сделать это Did you еще do it раз? again? Это прозвучало Sounded так, kinda как like будто это могло произойти прямо здесь. Вы you только just что move one of передвинули these одну из этих ложек вот сюда, на Spoons on the стену. wall here? Если If you бы вы moved it передвинули again, ее еще that раз, would be это было бы phenomenal. просто феноменально. Вы можете использовать You can любую use whatever энергию, energy you которая вам need. You can понадобится. use energy from my cameras, my voice recorder here. Какого черта? Okay, Теперь now я I'm hearing слышу more больше noises. звуков. Вы там Are you что-то moving stuff around over передвигаете? there? Я I can слышу hear вас you over оттуда. there. Черт возьми, Crap, you ребята, guys, it's actually прямо starting to сейчас feel в этой комнате colder in действительно this room становится right now. холоднее. Especially in this area. It's almost like someone's like standing right here. Уже спустя несколько минут расследования множество тревожных звуков окружает его, сигнализируя о неведомом присутствии. Make a sound if you're in here. Whoa. Спасибо Thank you. вам. Я только just что heard это that. услышал. Это было was like a knock похоже on на the стук wall. в стену. Гарри, Harry, если бы you вы knocked on this постучали в wall, эту стену или в одну из этих one стен, of these не могли walls, бы вы сделать это еще раз? could you do it again? Неустрашимый Ян идет дальше, а уже после получения ответов на ряд вопросов, Ян делает ряд фотографий, на которых документирует нечто любопытное. What got you locked up? Не Could могли you бы show вы показаться? yourself? Are Известно you ли вам, aware что that эта this тюрьма jail is больше no не longer функционирует? functioning? Срок Your вашего sentence is заключения over. истек. Немного странно, что некоторые из моих фотографий получаются очень размытыми. That's so weird. I don't know what that's about. Is that you I'm seeing, Harry? Мне уже начинают нравиться эти размытые фотографии. Похоже, что здесь что-то вроде тумана. Здесь That was совершенно completely чисто. clear. Куда же Where'd он it go? делся? Гарри, вы Harry, you здесь lighting up a закуриваете cigarette in сигарету? Здесь Almost почти looks like похоже на smoke дым. in here. Да, это странно. that's weird. Сейчас It's like все как gone будто now. исчезло. Я собираюсь Walk back in, вернуться see и if I can посмотреть, smell не anything. почувствую ли я какой-нибудь запах. Я Not ничего не smelling чувствую. anything. Это было That was странно. weird. Мне It показалось, literally что looked like здесь there's в a буквальном bunch of смысле smoke слова in было here or много something. дыма или что-то It's в этом almost роде. as if Это he было is бы still просто in безумно. here, sitting in this bed, just smoking away. That is so freaking crazy. На фотографии, кажется, стоит дым от сигарет, будто кто-то недавно курил здесь. Как вы знаете, пресловутая привычка заключенных выкуривать большое количество сигарет. Возможно, это они? Ян не сдается и идет дальше. Когда он хочет выйти из камеры, то слышит странный звук, который звучит как стон. That is so freaking crazy. Whoa. О боже Oh my мой, god. я I это heard слышу. that. Dude, that literally sounded like a groan. Это That было в was одной in камере this со cell мной. with me. I am definitely not alone in here, guys. Ян достает спирит-бокс, начинает задавать вопросы и надеется получить ответы. Any inmates? Я хотел бы поговорить с вами. I'd like to speak to me. I've got a spirit box here. Это устройство, с помощью которого вы могли бы разговаривать. Кто здесь Who's in here? находится? Whoa. Мне показалось, что оттуда доносится мужской голос. Could you speak again? Whoa. It's hard to make out what's
being said, but I'm definitely hearing someone talking. Сколько How many духов spirits обитает haunt в этой this тюрьме? jail? Whoa, Мне показалось, что вы сказали 1. that is a lot of different spirits, if that's true. What did that say? That sounded like broken neck. С кем Who я am I speaking разговариваю? to? Joseph. Oh my God. Там только said что было Joseph. написано Джозеф. No freaking way. He's the one that fell. He fell from the 3rd floor of the squirrel cage. Джозеф, Joseph, это is вы? that you? What were you thinking climbing that cell? Whoa. What was that? Звук доносился откуда-то сверху. Hello? Заключенный, Inmate, if that's если you. это вы, то выйдите из своей камеры. Reach out of your cell. Oh, God. Holy crap. Самое What паршивое, sucks is что there's я no way никак for не me to могу разобраться investigate в that. этом. Я не I могу can't go up подняться there. туда. 3-й Third этаж floor is полностью completely оцеплен. sealed off. И послушайте, There's там ни за no что way не мог anybody would кто-нибудь be in оказаться. there. Why don't you make some more noise? Oh. That came from in here. Hello? That came from in this cell. I'm hearing noises everywhere. Когда автор задействовал оборудование, он действительно начал получать ответы, узнав, что здесь обитает как минимум 11 духов. Решая переместиться в другую камеру, Ян не перестает слышать странные звуки и чувствовать, что рядом с ним что-то есть. If there's somebody in this cell, Не могли Could бы you вы touch that дотронуться green до этой light? зеленой лампочки? Она только что загорелась. Все в порядке. Спасибо you. вам. Не могли you бы вы touch it one more дотронуться до time? нее еще раз? Срань Господня. Окей, Okay, there's здесь somebody даже in кто-то here. есть. Как How did you получилось, end up что in вы оказались в solitary? одиночной камере? Вы с did you кем-нибудь fight подрались? somebody? Да. Yes. О, ребята, у меня Oh, guys, прямо I'm сейчас getting мурашки goosebumps бегут right по now. коже. У меня действительно Really мурашки creepy по коже. feelings. Ничего, Is it что я okay that I'm вернулся back сюда. here? Я вам Do you not здесь не like me over нравлюсь? here? Oh, no way, guys. Он хочет, must be чтобы я gone. ушел. Если вы If you want me хотите, чтобы gone, я ушел, я I dare you осмелюсь to try to попросить scare вас me out of попытаться here. напугать меня и выгнать отсюда. Holy shit! It just knocked my K2 off of that cell door. Вы это Did you see видели? that? I had it on there good and it just boom. Ян продолжал расспрашивать духов, документируя произошедшее на камеру. Однако дело принимает тревожный поворот, когда его оборудование неожиданно падает. Не испугавшись, Ян продолжил расследование, отмечая чувство относительного спокойствия в окружающей его энергии. Но его спокойствие длилось недолго, поскольку атмосфера быстро изменилась. На самом Not деле really я sensing ничего anything там in не there. чувствую. Так что, So I guess думаю, we'll нам move пора on. двигаться дальше. Что, черт возьми, heck was это that? было? What? Holy shit! Это тряпка. That rag. Эта тряпка только That rag что just сдвинулась moved. с места. What? Взгляните, взгляните. Look, there's Здесь nobody in никого here. нет. Чувак Dude, что-то something только just что moved that сдвинул rag. эту тряпку. It was in this cell. Holy shit. Oh my god.
Я не can't могу в это believe that. поверить. Oh, God. Я действительно actually начинаю starting to get нервничать freaked out из-за here. того, что нахожусь здесь. step Позвольте out. мне выйти. Как вы How do you это explain объясните? that? That rag just moved. Я I видел saw it это twice. дважды. В первый First, I раз я saw it in the заметил corner это of my краем eye, глаза. and I didn't know quite what it was. And then when I turned around, it did it again. Man, I hope I caught that on camera. Holy. Полотенце, которое свисало в одной из тюремных камер, начинает шевелиться. Ян заходит в камеру, но видит там только манекен, причем достаточно жуткий. Исследователь отправляется в лазарет, который привлекал многих, кто приходил сюда. Спустя несколько минут Ян слышит бестелесные шаги и голоса, которые доносятся откуда-то поблизости. No way. No way. Я только что услышал шаги. Footsteps. Hello? Кто здесь Who's up наверху? here? Holy crap, what is going on up here? Что это, черт возьми, такое? What the heck is that? Oh, shh. Это звучит так, будто сейчас two people разговаривают talking два now. человека. Шериф, Sheriff? это вы? Is that you? Вы разговариваете talking со with your своей wife? женой? Что это What было? was that? Oh my god. Что-то только что сдвинулось с места. Смотрите, смотрите. Look. I gotta move this door. What? Oh my god. Я I только just что saw сам that видел, как cabinet door закрылась дверца shut by этого шкафа. itself. Когда Ян исследует коридор, он внезапно замечает, как дверь шкафа закрывается. Это еще раз служит подтверждением того, что в этой заброшенной тюрьме Ян находится не один. Он решает предпринять последнюю попытку пообщаться с духами. Однако внезапно он чувствует себя нехорошо и решает прекратить. Oh man. Мне нужно didn't get out of убираться here. отсюда. Я I чувствую don't себя feel не so очень great. хорошо. У меня начинает feel really кружиться голова lightheaded. от всего этого. Out of it. And I'm feeling really nauseous too. Oh, holy f! I swear to God, I just see the shadow. It went into the bunk bed where the axe is. Уже уходящий Ян запечатлел поистине тревожную картину. Он заснял темную тень, которая перемещалась внутри тюремной камеры над кроватью. На этом расследование заканчивается. А что произошло в этой тюрьме на самом деле и что удалось заснять Яну, останется для нас большой загадкой. Это видео изначально было загружено в ТикТок девушкой по имени Сара. В тот момент она была в отпуске в отеле Крезент в Арканзасе, США. Данный отель открылся в 1886 году. Во время строительства был убит рабочий по имени Майкл, и его призрак, как сообщается, все еще обитает здесь. Отель перешел во владение известного медицинского мошенника Нормана Бейкера в 1937 году, который воображал себя врачом. Он превратил отель в онкологическую больницу Бейкера, утверждая, что у него есть лекарство от любой болезни. Больных
Умерших от его лечения хоронили прямо в подвале отеля, который служил импровизированным моргом. Норман был арестован в 1940 году, но призраки данного места до сих пор неспокойны. Поскольку отель все еще открыт, гости часто говорят, что видят привидений и слышат шум во время своего пребывания. Сначала девушка выложила ролик, где сотрудница отеля рассказывает об одном из призраков, а от того, что произошло дальше, действительно становится жутко. Hotel in America, and my nightstand on the creepy door is my eyes shut. So early bedtime, looking for good. Сара снимала свой номер и заметила, как нечто, похожее на ребенка, одетого в белое, быстро проносится мимо. Зрители в комментариях предполагали, что Саре удалось снять ребенка, который когда-то был подопытным Нормана и которого в итоге похоронили здесь. А что произошло в этом отеле на самом деле и что засняла Сара, решать только вам. Автомойка. Следующий ролик снят в Японии. Семья приезжает на автомойку, а отец семейства решает записать видео. Его жена сидит спереди, а сын сзади. Когда мужчина поворачивает камеру, то можно увидеть нечто пугающее, похожее на ребенка-призрака. Посмотрите. При съемке мужчина не заметил ничего подозрительного, но когда он решил просмотреть видео, что снимал за день, то не мог поверить своим глазам. Не зная кто или что это такое, он был шокирован увиденным. Его семья всерьез поверила, что таким образом демон мог привязаться к их сыну. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости. Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь. Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка. Следующие два видео были опубликованы на YouTube. Пользователь снял их в парке в Омахе, Небраска. Поздно ночью семья гуляет по окрестностям района, который окружен десятками свечей, что добавляет жуткой атмосферы. Услышав странные звуки, мужчина начинает поворачивать камеру и фонарик на дерево, и видит там нечто поистине шокирующее. Посмотрите. Where? Where? What tree? Which one? Where? Which one? This one here? What do you think we're talking about? There he is. Yeah, go over there. Where? Run. Go! Go! I just saw him. Go! Don't fall! Don't fall off the stair! Oh shit! Get your flashlight! Hurry! Get a white face! Get a totally white face! Можно увидеть, как какое-то существо или человек прячется за деревом. Как только семья замечает это нечто, они убегают так быстро, как только могут. Это существо или человек имеет абсолютно белое лицо. Кто или что это было, эта семья все еще не знает. Но это не единственное видео, которое было снято. Во втором ролике они едут по неосвещенной дороге и обсуждают, что только что увидели. Однако, к несчастью для них, они увидят это нечто еще раз. You're playing a prank on us, Dad. We're not idiots. Is it real? Back it up!
На дороге они видят странное безликое существо, предполагая, что уже видели его. Когда это нечто их замечает, то быстро возвращаются в лес. Вся семья пугается и быстро сдает назад, пытаясь уехать из этого места как можно быстрее. Эти видео достаточно старые, но их все еще не могут объяснить. Пишите в комментариях свои догадки, что это было за странное белолицее существо. За столом. В следующем видео женщины сидят за столом и разговаривают. Уже спустя несколько секунд женщина справа почувствовала, будто кто-то тянет ее за волосы, причем так сильно, что она наклоняет голову. Женщина ударилась головой об стул и сначала подумала, что это была шутка одного из ее внуков, но рядом никого не было. Когда они посмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы поймать шутника, то никого там не увидели, будто кто-то невидимый просто дернул ее за волосы. Реакция женщины достаточно искренняя, и это не выглядит как простой спазм. Но что же тогда это было? Ролики от подписчиков. Следующие два видео нам прислала наша подписчица. Это явление также называют дверью в небе. Оно встречается в Китае, но также и в других странах по всему земному шару. Это видео снято в Москве в 2018 году. Девушка тогда ходила с телефоном, на котором не было памяти, и единственным шансом сохранить что-то была съемка в запрещенном. Она отмечает, что в этой местности ничего не было, что могло бы так светить, как прожектор. Этот квадрат был не один и буквально полз по небу в течение часа, а то и двух. Девушка отмечает, что больше таких явлений в этой зоне она не видела. Во втором видео можно увидеть некие вспышки в небе. Сначала девушка подумала, что это салют, но характерного звука не последовало, так же, как и остальных вспышек. Она выглянула посмотреть, а за окном стояла зимняя загородная тишина. Небо было пасмурным. И тут она увидела красную вспышку, через время зеленую и снова красную. Определив, что между вспышками есть интервал в 5 минут, она побежала за планшетом. Минут 10 девушка высовывалась в окно, и не зря. Ей все-таки удалось что-то заснять, но не просто вспышку, а целый световой столб. По словам девушки, ей удалось заснять только его, и он уже был голубого цвета. Ни зеленые, ни красные вспышки она не успела заснять. Столб вырастает как бы из земли, а не из облаков, но при этом он максимально светится где-то наверху, прямо мощно вспыхивая. Во-первых, спасибо подписчику за эти видео. И у меня вопрос, а вы встречались с такими явлениями? Поделитесь своим опытом в комментариях. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также напоминаю вам про наш телеграм-канал, туда тоже обязательно подпишитесь, ссылка будет в закрепленном сообщении и описании. Также, если вы хотите поддержать канал финансово, все реквизиты будут в описании. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! What I love, Nestle Crunch. John Constantine.
name. Playing life like it's just a game. In the world of magic, I reign supreme. I'm the nightmare in your dream. John Constantine, that's my name.